Выглядит очень неопрятно, но замечает справа и слева от себя несколько человек. Он протягивает руку и закрывает глаза, используя свою магическую силу ветра, которая создает звук, похожий на раскат грома, и очищает весь участок. Радерик приказывает всем вернуться к работе. Они удивлены магической силой моего господина, которую он использует для развития этого места. Мой господин хочет уйти, но его окликают и просят заняться следующим участком. Мой господин вздыхает, показывая, как ему тяжело. Свет начинает озарять это место, и постепенно оно сияет повсюду. Мой господин появляется из этого света. Он вздыхает и открывает дверь. Дети Элси приветствуют его. Элси подает ему чай и замечает, что он очень устал. Мой господин объясняет, почему он устал, говоря, что сегодня он упал на землю. Остальные слегка посмеиваются и отмечают, что его отношения с Родериком кажутся немного странными. Они говорят, что он больше похож на слугу Родерика. Но он не возражает, потому что говорит, что в душе он офисный работник. Элси и дети не совсем понимают, что значит быть офисным работником, и спрашивают его об этом. Но он не отвечает на их вопрос. Вместо этого он извиняется перед всеми и уходит переодеться. Войдя в комнату, он начинает напевать и вспоминает, как в прошлой жизни работал на настоящей офисной работе. В одной из сцен воспоминаний милорд возвращается домой с работы, одетый в современную одежду. Уставший от напряженного дня, он пытается немного отдохнуть, но тут же передумывает и решает вместо этого приготовить ужин. Он идет на современную кухню и готовит жареные свиные ребрышки. Когда он заканчивает готовить, он накрывает на стол и садится ужинать. После этого он садится за стол, но тут же засыпает. Через некоторое время он просыпается и понимает, что еда не такая, как он ее оставил, и что он находится в другой комнате. Он также замечает, что у него тело ребенка, и сразу понимает, что это сон, и пытается вернуться к своим свиным ребрышкам, но у него ничего не получается, потому что его будет отец. До этого он заметил, что в комнате, где он находится, много людей что-то празднуют. Он очень растерян, потому что не знает, кто эти люди в комнате и что происходит. Он видит, как отец мальчика разговаривает с гостями. Отец, разбудив его, просит встать и подводит к гостям, чтобы он представился. Подойдя к ним, он представляет его как своего младшего сына Вендалина. Затем он просит его представиться, но Вендалин не знает, что сказать, потому что он понятия не имеет, кто он такой в этот момент. Его старший брат Эрик приходит ему на помощь, представляясь и отвлекая внимание толпы от Гвендолин. Он благодарит всех, кто пришел на свадьбу их старшего брата Курта. Толпа ликует, они рады видеть его. Все очень рады снова видеть его среди них после долгой разлуки. Эрик представляет своего брата собравшимся, Венделин фон Венделин Баумейстер. И только теперь Венделин понимает, кто это, но не совсем понимает, что происходит вокруг. Эрик подходит к Венделину и протягивает ему стакан с напитком. Эрик спрашивает, почему он молчал, но Венделин хочет узнать, что происходит. Эрик считает, что пятилетнему ребенку это сложно понять. Он говорит, что это свадьба брата Курта, на которую он указывает, и что он женится на своей возлюбленной Амели, второй дочери дворянина сэра Майнбаха. Он объясняет, что их отцу было трудно найти невесту для Курта, и он очень рад, что дочь дворянина вышла замуж за члена их семьи. Гвендолин спрашивает, не станут ли они тоже дворянами, потому что их брат женится на дворянке. Ариш объясняет, что их семья тоже дворянская. Венделин поражен, что оказался в таком роскошном месте. Он думает, что они должно быть очень знатные, раз могут устроить такую большую церемонию. Он радуется, что ему не нужно беспокоиться о том, что он будет голодать, потому что он сын этой семьи. На следующий день Гвендолин сидит в столовой и завтракает черным хлебом и легким супом вместе со своей семьей. Он жалуется, что хлеб слишком сухой, и замечает, что комната выглядит совсем по-другому. Он спрашивает отца, где его брат Элрик, но вместо отца отвечает мама, говоря, что Элрик ушел на рыбалку, и Гвендолин идет искать брата Эрика. Но ему говорят, что он ушел на рыбалку раньше. Гвендолин хочет знать, почему их дом выглядит так по-другому, и когда ему удается поговорить с Эриком, он задает ему несколько вопросов. Эрик объясняет, что все эти папарацци были здесь только на празднике, а теперь они вернулись к обычной жизни. Гвендолин знакомится с другими братьями Хелметом, Куртом, Полом, Германом, Уолтером и Карлом. Он сразу понимает, что он восьмой сын, и восклицает. Гвендолин держит в руках карту и находит столицу Штутберг. Там живет 1 миллион человек. Это самый большой город во всем королевстве. Он также узнает, что самый большой торговый центр на юге, Брейшберг, находится в герцогстве Блейхрод. Там живет 200 человек. Он продолжает рассказывать, пока наконец не добирается до юга, где находится Баумштайн, в котором живет 800 человек. Гвендолин говорит, что он восьмой сын бедной дворянской семьи, живущей в Стиксе, и добавляет, что его жизнь полный отстой. Гвендолин замечает, что его братья собираются уходить,
Они прощаются с мамой, и он пытается их остановить, но они говорят ему, что решили уехать после свадьбы брата Курта. Он пытается убедить их, что они могут унаследовать эти земли, но они говорят Гвендолину, что бедные дворяне не делят свои земли и что все земли достанутся брату Курту, потому что они отказываются от своих прав наследования в обмен на деньги. Братья объясняют, что именно из-за этого они перестали быть дворянами. Они говорят, что им придется искать свой путь в столице. Они надеются научиться читать и писать и стать солдатами, низшими чиновниками или искателями приключений. Но все зависит от их способностей. Перед тем, как уйти, один из братьев подходит к нему и советует перестать бездельничать, иначе он пожалеет об этом позже. Затем они исчезают вдали. В следующей сцене Гвендолин стоит на лестнице, прислоненной к огромной полке, и ищет полезные книги. Он ставит книгу обратно на полку, и несколько других книг падают на пол, но его внимание привлекает листок бумаги. На нем написано «Руководство по использованию магического хрустального шара». В статье говорится, что хрустальный шар может определить твои способности к магии, но сначала он не воспринимает это всерьез, потому что считает, что магия — это нечто далекое от реальности. Но продолжая читать, он убеждается в этом, потому что в статье говорится, что у каждого есть мана. Но только у одного из многих тысяч достаточно маны, чтобы использовать магические заклинания. Его пессимистичный настрой убеждает его в том, что прочитанное им утверждение означает, что он не может использовать магию, но он все равно пробует, потому что каждое новое прочтение убеждает его больше, чем предыдущее. Он дочитывает статью и раздраженно спрашивает себя, кто вообще поверит в эту чушь, которую он только что прочитал, и кладет перед собой хрустальный шар. Гвендолин кричит в шар, надеясь увидеть изменения, но ничего не происходит, и это подтверждает его недоверие к тому, что он только что прочитал о хрустальном шаре. Когда он собирается уходить, шар начинает ярко светиться. Он так потрясен этим, что не двигается, пока свечение не исчезает. Гвендолин снова смотрит в статью, где говорится, что у вас есть способности к магии, если вы заставите хрустальный шар сиять как радуга. Затем в руководстве говорится, что в этом случае вам нужно изучить специальные руководства. Гвендолин бросается к полке в поисках специального руководства по магии, но, к сожалению, ничего не находит. Он расстраивается, когда в комнату заходит его отец и видит, что он сидит среди кучи книг. Гвендолин сразу же спрашивает отца, есть ли у них еще книги, но, к сожалению, отец не умеет читать и просит его принести дров. Одинокий лес – отличная возможность для Гвендолина попрактиковаться в магии, но у него ничего не получается. Он сидит в расстроенных чувствах, и вдруг перед ним появляется персонаж, который заметил, что Гвендолин зажег хрустальный шар. Волшебник представляется Гвендолин, чтобы успокоить ее страхи, и осторожно забирает у нее палку, которую она использовала как оружие для самозащиты. Когда волшебник отбрасывает палку, происходит череда событий, которая заканчивается тем, что огромный валун падает на спину еще более крупного бизона. Бизон бросается на них, и волшебник заставляет Гвендолин успешно произнести свое первое заклинание. Волшебник представляется как бывший придворный маг герцогства Бликредер. Его зовут Альфред Рейнфорд. Альфред уверяет Гвендолин, что она станет волшебницей даже лучше, чем он, и на этом сцена заканчивается. Гвендолин сидит рядом с Альфредом, когда ему делают предложение. Альфред сообщает Гвендолин, что хочет передать ей свои магические способности. Гвендолин потрясена и спрашивает, зачем ему это нужно, ведь у нее нет денег, чтобы заплатить Альфреду, и он учит ее магии и тому, как использовать магические силы. Альфред говорит, что хочет найти себе ученика и учит ее магии вместо того, чтобы брать за это деньги. Гвендолин соглашается стать его ученицей. Альфред немного удивлен, что Гвендолин сразу же начала называть его учителем. Он говорит, что они начнут обучение завтра. Он также просит Гвендолин никому об этом не рассказывать, потому что если об этом узнают, могут возникнуть проблемы, например, споры о праве наследования. Альфред объясняет, что значит быть волшебником, и говорит, что в мгновение ока Гвендолин может стать следующей наследницей, кем бы она ни была в семье. На следующий день они начинают тренироваться. Альфред начинает с того, что рассказывает Гвендолин, как управлять своей магической силой, и объясняет, что это помогает магу уравнять свою силу с силой другого мага, у которого ее больше. Пока они проходят через это, Альфред замечает, что магическая сила Гвендолин даже превосходит его собственную. Тренировка продолжается, и Альфред отмечает, что Гвендолин за несколько дней уже приобрела большой опыт. Он приносит Гвендолин овощи, сказав своим людям, что пошел за едой. Гвендолин забирает еду, и Альфред восхищается тем, как все хвалят ее за приготовленный ужин. Все считают, что у Гвендолин талант к собирательству. Альфред и Гвендолин взмывают над землей, начиная следующую серию тренировок. Он учит ее контролировать силу и отслеживать ее. В рамках тренировки Гвендолин убивает дичь на большом расстоянии, и они наслаждаются жареным мясом, обсуждая дальнейшие тренировки. Альфред просит Гвендолин не углубляться в лес для охоты, потому что это опасно. Он добавляет, что в заколдованном лесу обитают монстры. Гвендолин замечает, что его брат Курт в последнее время наблюдает за ним, и рассказывает об этом Альфреду. Альфред называет несколько возможностей
возможных причин, почему он это делает. Например, что Курт считает, что у Вендолин есть сила, или что он боится потерять свое право наследования. Вендолин рассказывает своему наставнику, что не знает, чем хочет заниматься в жизни. Альфред предлагает ему стать искателем приключений, как он сам когда-то. Он принимает эту идею и рассказывает о ней своим людям. Но тут возникает проблема. Ему говорят, что у него нет денег, чтобы поступить в Академию для искателей приключений. Он очень расстраивается. На следующий день Альфред рассказывает ему больше об Академии, в том числе о том, как можно заработать деньги на обучение, и это его воодушевляет. Ему также говорят, что город, где находится Академия, Рейхберг, находится довольно далеко, и поэтому ему нужно научиться магии путешествий, которую Альфред называет магией полета. Альфред показывает ему, как это делается. На следующий день он сообщает Вендолин, что его обучение скоро закончится. Вендолин удивлена, ведь он только начал учиться магии полета. Но Альфред говорит ему, что он уже освоил основы, и этого достаточно, чтобы справиться с любыми трудностями, с которыми он может столкнуться. Он не говорит ему настоящую причину, по которой обучение скоро закончится. Когда Вендолин ужинает со своей семьей, разговор заходит о шепчущем мертвеце, которого видели в лесу. Он узнает, что шепчущий мертвец – это нежить, сохранившая свои силы, которая может разговаривать с людьми и почти не отличается от них внешне. Гвендолин сразу вспоминает тот день, когда он почувствовал кожу Альфреда. Это наводит его на странные мысли о том, что его хозяин может быть шепчущим мертвецом. Затем он идет в лес искать своего хозяина и находит его. Альфред спрашивает, зачем он пошел в лес в такое время, и он рассказывает ему об опасности, о которой ему только что сообщила его семья. Опасность – это шепчущий мертвец, который бродит по лесу. Гвендолин умоляет своего хозяина пойти с ним в особняк, потому что монстр может появиться в любой момент, но Альфред не соглашается. Вместо этого он пытается объяснить ему, что там нет никакой опасности и что он шепчущий мертвец, о котором ему рассказывали. Вендолин не верит ему, потому что он продолжает тянуть его за собой, говоря, что он живой, а не мертвый. Тогда Альфред начинает рассказывать ему, как все произошло. Он начал с того, что рассказал ему о смертельной болезни, которой заболел старший сын герцога. Герцог так отчаянно искал лекарства от этой болезни. А потом он отправился с Альфредом в заколдованный лес. Но чтобы попасть в лес, им сначала нужно было очистить его от монстров. С ними была армия из 2 человек. Но монстров было больше, и сколько бы они ни убивали, они все равно появлялись. Альфред продолжает рассказывать, как он сражался, пока у него не закончилась мана, и как из-за этого он превратился в шепчущего мертвеца. Затем Альфред объясняет Вендолену, что он исчезнет, если его желание исполнится, потому что так это работает. Его желание, как он говорит Вендолену, встретить кого-то достойного, кому он передаст свою магическую силу. Вот почему Альфред был так рад в тот день, когда почувствовал присутствие Вендолена. Альфред также объясняет, почему он не сказал ему, что он шепчущий мертвец. Потому что он еще очень молод, и если бы он узнал об этом, то мог бы убежать. Он извиняется перед Вендоленом за то, что солгал ему. Он также спрашивает Вендолена, исполнит ли он его последнее желание, чтобы он освободился и его душа обрела покой. Он обещает научить его магическим заклинаниям, которые ему понадобятся. Заклинаниям, которые Альфред не может использовать на себе, но верит, что Гвендолин сможет помочь ему, очистить его, уничтожить. Гвендолин прерывает его, говоря, что он не хочет его уничтожать, ведь он все еще его хозяин. Но Альфред показывает ему, что его мана истощается еще больше, и это делает его нечистым, превращает в зомби, который нападает на людей. Альфред обещает научить Гвендолина священной магии. Магии, которая, по его словам, является жизненной силой всех существ. Он просит Гвендолина воссоздать эту жизненную силу в нем с помощью его способностей. Гвендолин начинает делать то, что он говорит, держа руки своего хозяина, пока тот изо всех сил пытается воссоздать в нем жизненную силу. Альфред просит его приложить больше усилий, потому что ему нужно больше энергии от Гвендолина, чтобы это сработало. Гвендолин отвлекается, когда говорит своему хозяину, что не хочет стирать его. Альфред напоминает ему, что он должен помнить все, чему научился за последние недели, и верить, что станет еще лучшим магом, чем сейчас, силой намного превосходящей его собственную. Альфред благодарит его за это и просит отправить его в спокойное место. Гвендолин отпускает руки своего хозяина, делает несколько шагов назад и благодарит его Альфреда. Он обещает исполнить желание своего хозяина, направив всю свою энергию в это мгновение на заклинание для него. Это работает, потому что Альфред чувствует тепло силы, действующей на него, и в этот момент исчезает. Гвендолин остается в слезах, потому что его хозяин ушел навсегда. Но Альфред говорит ему, что жизнь только начинается, и он должен быть сильным. Гвендолин плачет еще сильнее, когда понимает, что его хозяин ушел навсегда. Затем он вытирает слезы и, стоя на месте, клянется, что будет делать все, чему его научил хозяин. Гвендолин уже совсем взрослая, когда он уходит из дома. Они все прощаются с ним, когда он отправляется в долгое путешествие в Бриджберг, где собирается поступить в Академию искателей приключений. Утро ясное и солнечное. Солнце ласково освещает небольшую арену Академии искателей приключений, где несколько бойцов стучат мечами друг от друга, тренируясь. Тем временем в одном из классов ученики представляются друг другу. Луиза идет первой и представляется как третья дочь семьи Авервек, которая известна своими знаниями в боевых искусствах. Луиза продолжает рассказывать, что она изучает стиль магического кулака с детства. Следующей представляется Ина, третья дочь семьи Хилленбранд,
которая преподает фехтование в герцогстве Блайхрот. Последний ученик представляется как Венделин, 8-й сын рыцаря-баумейстера дома. Он добавляет, что предпочитает, чтобы его называли просто Вент, и все в классе обращают на него внимание и смотрят на него с интересом. Гвендолин смущается от их взглядов и думает, что может быть проблема в том, что он добавил свое прозвище. Но тут вмешивается преподаватель и объясняет программу для студентов, получающих стипендию. Он раздает всем анкеты. Это форма для регистрации на вечеринку, и он объясняет, что все они будут участвовать в вечеринках, начиная со следующего месяца. Он просит их определиться, с кем они будут до этого времени. Гвендолин понимает, что это похоже на выбор группы, и сразу же начинает волноваться, потому что не знает, справится ли он с этим. В столовой Гвендолин что-то ест, но он все еще расстроен из-за того, что произошло на уроке, потому что чувствует себя не в своей тарелке. Луиза замечает, что обычно редко можно встретить практикующего мага, и удивляется, узнав, что его способности не уступают способностям авантюристов высшего класса. Другой студент, лучший фехтовальщик, подслушивает их разговор и присоединяется к ним, говоря, что узнал, что преподаватель уже решил, что ему нечему учить Гвендолина, потому что тот и так все знает. Даже больше, чем он сам, и поэтому его освободили от занятий. Он продолжает говорить о преимуществах того, что Гвендолин будет в их группе на тренировках, которые начнутся в следующем месяце. Студент также отметил, что большинство людей в каждой группе обычно держатся вместе и становятся авантюристами после окончания учебы. Все заметили, что остальные в столовой смотрят на Гвендолина и, наверное, думают то же самое. Они продолжают разговор, и тут третий студент достает бланк с уже написанным именем Луизы. Луиза спрашивает, почему там ее имя, и он объясняет, что хотя Вендолин и особенная, он тоже задается вопросом, достойны ли они быть в одной группе с ним. Луиза соглашается. Она считает, что именно поэтому он всегда один. Лена не очень в это верит. Тогда третий студент предлагает план. Он хочет сделать ставку на то, что все трое особенные. Он лучший фехтовальщик, Луиза лучшая в боевых искусствах, а Лена лучшая в метании копья. Он добавляет, что если они все будут в одной группе, Вендолин тоже захочет быть с ними. Луиза считает, что это хорошая идея, но Лена, напротив, не уверена, что все получится так, как они задумали. Третий студент уверен в своем плане и представляется им как Эрвин фон Арнхем, 5-й сын рыцаря Арнхема. Луиза и Ина тоже представляются ему. Вендолин хочет завести друзей в академии, но, набравшись смелости, собирается что-то сделать, как вдруг слышит смех за столом, где сидят Луиза, Лена и Ирвин. К ним присоединилась группа из 3 человек. Они называют себя Трио Топора. Один из них говорит Луизе и ее друзьям, что Трио Топора знает, что они хотят, чтобы Вендолин была в их группе, но уверенно заявляет, что Вендолин присоединится к ним. Вместо Трио Топора преподаватель проводит еще один урок со студентами. Он признает, что некоторые студенты не получают стипендию от родителей и вынуждены подрабатывать, чтобы оплачивать учебу. Вендолин относится к этой категории. Преподаватель посоветовал таким студентам отправиться на охоту, как и советовала академия. Но для этого им нужно охотиться в группе, потому что одному опасно. И вот Вендолин сталкивается с одной из самых больших проблем в своей жизни, ему нужно найти себе компанию. Он разочарованно вздыхает, думая, что никто не захочет с ним охотиться. Луиза, Эна и Ирвин снова обсуждают, не пригласить ли Вендолина в их группу. Но они решают не делать этого сразу, чтобы не разочаровать его и не упустить свой единственный шанс. Они решают, что охота должна быть удачной, чтобы произвести на него впечатление. Группы возвращаются с добычей и продают ее. Ирвин впечатлен способностями Луизы и Ины, которые приносят огромную добычу. Он спрашивает, занимались ли они охотой с детства. Девушки, в свою очередь, хвалят его навыки владения мечом. Он говорит, что тренировался с детства. Ирвин, Луиза и Ина отправляются вглубь леса на охоту. Им нельзя было находиться в этой части леса, но их желание было сильнее страха. Ина вдруг передумывает и просит вернуться. Но прежде чем они решают, что делать, они слышат звуки. Это вой волков. Они окружены огромными хищниками и сразу же достают оружие. Гвендолин стоит на небольшом холме. Он что-то чувствует и использует свои силы, чтобы осмотреть лес. Издалека он видит людей, окруженных волками, и сразу же хочет их спасти. Он надеется, что, сделав это, он сможет с ними подружиться. Начинается битва между волками и троицей. Они убивают нескольких животных, но замечают, что их становится все больше. В этот момент один из волков нападает на Луизу, но Ирвин бросается на него и отгоняет, получив при этом ранение. Почти сразу 5 или 6 волков бросаются на них, выпустив когти и готовые нанести смертельный удар. Но в этот момент Гвендолин появляется на месте происшествия и с помощью своих сил создает барьер из земли, уничтожая волков и защищая остальных.
Все они в шоке, но не понимают, как это произошло. Но тут они слышат голос по ту сторону барьера, который спрашивает, все ли с ними в порядке. Гвендолин выходит из-за барьера, и они видят его. В Академии троица извиняется перед Гвендолином, объясняя, что хотела привлечь его внимание и не хотела доставлять ему проблем. Гвендолин удивлен услышанным. Он еще больше удивляется, когда Айна просит его создать с ними группу. Солнце ярко светит на месте проведения вечеринки в саду герцога. Люди веселятся. Некоторые студенты, включая Луизу и ее друзей, замечают герцога, стоящего в нескольких метрах от них. Они думают, что он слишком молод, чтобы быть главным. К нему подходит какой-то человек и что-то шепчет, и герцог почти сразу же смотрит в сторону, где стоят Луиза, Айна, Ирвин и Гвендолин. Луиза, Айна и Ирвин радуются, когда он подходит к ним. Но потом он проходит мимо и здоровается с Гвендолином. Герцог просит его поговорить наедине, и он соглашается. Но когда они собираются идти в резиденцию, Гвендолин просит герцога позволить его друзьям и не Луизе и Ирвину присоединиться к ним, потому что они вместе учатся в школе. Герцог соглашается, и они идут дальше. Их всех восхищает красота этого места. Герцог представляет Гвендолина своему придворному магу Брантаку, который подходит к Гвендолину и пожимает ему руку. Герцог рассказывает Гвендолину о маге. Брантак использует магию слежения, которая позволяет ему отслеживать на большом расстоянии магическую силу любого, с кем он встречался лично. Он узнает в Гвендолине человека из того же региона, что и его слуга Альфред, который был лучшим магом, но исчез несколько лет назад. Магическая сумка Альфреда теперь у Гвендолина, и маг понимает, что Гвендолин – ученик, которого выбрал Альфред. Гвендолин рассказывает ему о себе и своем прошлом. Он также рассказывает о магической сумке, которую давно хотел вернуть. Гвендолин и его друзья Луиза, Ина и Ирвин летят на волшебном воздушном корабле в столицу на свадьбу старшего брата Гвендолина Эрика. Все одеты в роскошные наряды. Лена удивляется, почему Брантак тоже едет с ними на свадьбу в столицу. Уэнделан объясняет, почему Брантак направляется в столицу, чтобы доложить о состоянии своих владений, и поскольку это по пути, он предложил проводить их, когда они туда прибудут. Они все очень беспокоятся о том, кто будет присутствовать на свадьбе, и надеются встретить там знатных людей. Гвендолин объясняет, что Эрик женится на девушке из семьи Брантак, которая живет в ночном домене, и поэтому он ожидает увидеть там знатных людей. Гвендолин находит путеводитель по столице. Волшебник, который пьет из бутылки, что-то чувствует. Небо заволакивает темная туча, и из нее появляется огромный дракон. Другие пассажиры на корабле начинают волноваться, когда существо приближается. Один из официальных лиц пытается их успокоить, но они требуют объяснений, что будет сделано для решения этой проблемы. Он отвечает им, рассказывая о маге Брантаке. Брантак объясняет другим официальным лицам, почему он не может сам убить дракона, потому что тот нежить. Он подчеркивает, что единственный способ победить его – использовать святую магию, которую он не может применить. Все паникуют, но он успокаивает их, говоря, что на борту есть еще один маг, Гвендолин, который тоже здесь. Гвендолин кричит, что он тоже не может остановить монстра, потому что у него нет опыта. Брантак призывает его быть храбрым и говорит, что делать. Они оба берутся за дело. Все падают и ударяются, кроме Уэнделона, который использует свою магию ветра, чтобы удержаться на месте, как маленький зеленый листок в ветреный день. Брантак защищает воздушный корабль магическим щитом. Все видят в окно, как огромный костлявый дракон с горящими глазами пикирует вниз. Это дракон-нежить. Все замирают от ужаса. Даже храбрый Брантак, который тоже был с ними, немного испугался. Гвендолин знает, что он должен что-то сделать. Он думает и хватает свой верный посох, а затем бросается на дракона, и его друзья подбадривают его. Он выпускает луч светлой магии. Бабах! Дракон рычит и пытается схватить Гвендолин своими костлявыми лапами, но он успевает увернуться. Он проворный, как белка. Брантак продолжает защищать воздушный корабль магическим щитом. Он вспоминает уроки своего дедушки и шепчет древние слова. Из его посоха вырывается луч ослепительного света, пронзая череп дракона, как солнечный луч пронзает туман. Дракон кричит, и его светящиеся глаза гаснут, как догорающие угли. Он падает в воздухе, разбрасывая кости, как град, и с оглушительным грохотом врезается в облака. Брантак кричит Гвендолин, чтобы она собрала кости дракона, пока они не упали на землю. Она собирает их и видит среди них драгоценный камень. На мгновение воцаряется тишина, а затем раздаются громкие радостные возгласы. Воздушный корабль сотрясается от радостных криков и топота ног. Друзья Гвендолин окружают его, хлопают по спине и сияют от гордости. Они все пьют и празднуют победу над ужасным драконом. Даже ворчливый Брантак улыбается. Гвендолин чувствует, как по всему телу разливается тепло. Не только от солнца, но и от счастья. Он спас воздушный корабль, своих друзей и, возможно, даже свадебный торт от огненной гибели. Он улыбается, и на душе у него легко, как будто пушистые облака плывут по небу. Брантак представляет Гвендолина Арутарио. Арутарио был напарником Брантака с тех пор, как тот был еще искателем приключений. Он рассказывает, что сейчас Арутарио возглавляет крупную торговую компанию в столице и известен своими политическими связями. Арутарио обменивается любезностями с Гвендолином, называя его маленьким героем. Воздушный корабль плавно летит к столице, и заходящее солнце окрашивает небо в
в огненно-оранжевый и розовый цвета. Они продолжают свой путь, приближаясь к столице. Гвиндолин прислоняется к перилам, а Луиза, Энна и Ирвин стоят рядом с ним. Они смотрят, как мир становится все меньше. Гвиндолин все еще восьмое солнце, но сегодня он стал еще и убийцей драконов Гвиндолином, и это чувство ему очень нравится. С воздушного корабля они видят столицу, которая выглядит очень красиво сверху. Это самый большой город, который Гвиндолин когда-либо видел. Воздушный корабль мягко опускается и мягко приземляется на воду. Они выходят из корабля и видят столицу еще лучше. Брантак оставляет Гвиндолина и его друзей, включая Арутарио, и уходит. Ирвин предлагает прогуляться по столице, но обернувшись, они видят несколько всадников, которые направляются к ним, но останавливаются в нескольких метрах. Ирвин думает, что они совершили какое-то преступление и у них проблемы. Но один из всадников спешивается и подходит к ним. Он опускается на колени в нескольких шагах от них и обращается к Гвиндолину как убийца драконов. Почти сразу же перед ними останавливается колесница. Дверь открывается, и всадник указывает им на нее и говорит, что король ждет их. Они очень удивлены приглашением. Колесница везет их во дворец, но только двое из них выходят из нее, Арутарио и Гвиндолин. Остальные остаются в колеснице и зовут его, говоря, что они приехали к его брату. Арутарио жестом показывает Гвиндолин следовать за ним, и они оба направляются во дворец. Королевский слуга объявляет королю о прибытии Гвиндолин фон Бенно Баумайстер, древнего убийцы драконов. Он также сообщает, что Гвиндолин сопровождает Аритарио, который, по его словам, заменяет мага Брантака. Во дворце много придворных и знати, которые смотрят, как Гвиндолин и Аритарио идут к королю. Аритарио снимает шляпу и кланяется. Гвиндолин, немного смущенная, делает то же самое. Король просит их поднять головы. Гвиндолин с удивлением видит, что король совсем молод. Затем король награждает Гвиндолин 6-м рангом баронета за убийство древнего дракона и спасение людей на волшебном воздушном корабле. Гвиндолин молчит, но Аритарио приходит ему на помощь и шепчет, что нужно сказать. И Гвиндолин говорит, что будет служить королевству и его народу. Ему также вручают медаль с изображением двух драконов. После этого Ариарио и Гвиндолин покидают дворец и по дороге встречают человека, который показывает какой-то трюк с копьем, надеясь, что Гвиндолин возьмет его на службу. Гвиндолин удивлен, насколько изменилась его жизнь. Он немного разочарован. На следующий день, в день свадьбы, Гвиндолин и его друзья идут на свадебную церемонию. Они замечают членов семьи жениха, которые не очень приветливы. Гвиндолин понимает, что они очень расстроены, и пытается выяснить, в чем дело. Они рассказывают ему о том, что им нужно подарить на свадьбу. Они говорят, что будет неловко, если они подарят дешевый подарок или вообще ничего. Пока они думают, что делать, Гвиндолин предлагает заплатить за подарки. Он ведет своих друзей во дворец и просит помочь ему приготовить одно блюдо, которое он давно хотел сделать. Они готовят это блюдо, а Гвиндолин с помощью магии ускоряет некоторые процессы. Когда блюдо готово, они подают его некоторым дворянам. Им нравится, и они хвалят повара. Гвиндолин чувствует себя счастливым, потому что он работал круглые сутки, чтобы приготовить это блюдо. Они все едят и очень довольны. После настоящего крещения кардинал Хоенхейм открывает дверь для Гвиндолина. Он тепло приглашает его войти и придерживает дверь. Когда входит Гвиндолин, Гогенгейм сообщает ему, что скоро все будет готово. Гвиндолин оборачивается и говорит кардиналу, что он очень благодарен ему за приглашение такого молодого человека, как он, на настоящее крещение. Кардинал говорит, что это большая честь, и что крещение дается избранным. Пока он говорит, Гвиндолин достает подарок, чтобы отблагодарить кардинала. Подарок завернут в зеленую бумагу. Гвиндолин говорит кардиналу, что даже если подарок не очень дорогой, он должен его принять. Кардинал смеется. Затем он кладет руки на плечи Гвиндолина. Он называет его баронет Баумейстер и просит Бога защитить его. Позже, когда они сидят в комнате, раздается стук в дверь. За дверью стоит девушка и вежливо просит разрешения войти. Получив разрешение, она открывает дверь. Гвиндолин с восхищением смотрит, как в комнату входит монахиня, красивая блондинка в черной мантии с чаем. Кардинал говорит, что это его внучка. Затем он просит Гвиндолина представиться ей. Внучка кардинала представляется. Ее полное имя Элиза Катарина фон Гогенгейм. Затем Гвиндолин тоже представляется. Гвиндолин смотрит ей в глаза и замечает что-то странное, но ничего не говорит. Затем кардинал говорит Гвиндолину, что он тоже заметил кое-что странное. Гвиндолин говорит, что да, заметил, и спрашивает кардинала, обладает ли Элиза магической силой. Кардинал отвечает, что да, у нее есть немного магической силы, но она может использовать только целительную магию. Кардинал преуменьшает это, но Гвиндолин
считает, что это невероятно. Виндалин говорит, что единственная святая магия, которую он может использовать, это очищение. Кардинал говорит Виндалин, что впечатлен. Он может использовать любую священную магию. Виндалин спрашивает Элизу, использует ли она свою магию, чтобы лечить раненых в церкви. Элиза ничего не отвечает, но улыбается и продолжает разливать чай. Кардинал отвечает утвердительно. Затем он объясняет, что помимо Элизы, несколько других монахинь-послушниц занимаются благотворительностью и раздают еду. Многие называют Элизу святой Хенхейм. Вендел садится и говорит, что это замечательно. Затем спрашивает, станет ли Элиза членом духовенства, но ее дедушка качает головой, давая понять, что не станет. Он говорит, что лично предпочел бы, чтобы Элиза вышла замуж как обычная девушка. Виндалин улыбается и говорит, что Элиза действительно красива, так что за нее могут побороться. Кардинал подтверждает слова Виндалин. Затем он говорит Венделу, что многие семьи просят руки Элизы. Вендел шутит, что тоже может поучаствовать в гонке. Кардинал воспринимает это всерьез и спрашивает Виндалин, не хочет ли он, чтобы Элиза стала его женой. Виндалин говорит, что он еще несовершеннолетний, так что это будет просто помолвка. Кардинал говорит, что это правда, и Элизе тоже всего 12. Он спрашивает Виндалин, не хочет ли он устроить настоящую свадьбу, когда они оба станут совершеннолетними. Виндалин смеется и шутит, что ему придется распрощаться с холостяцкой жизнью в ближайшие 3 года. Кардинал тут же говорит, что все решено. Виндалин шокирован тем, что за такое короткое время он уже обручен. Кардинал пьет чай в саду со своим дворецким. Они обсуждают, как все сложилось с настоящим крещением и помолвкой его внучки с Виндалин. Он думает, не слишком ли он был настойчив, но дворецкий говорит, что кардинал поступил очень правильно. Но он спрашивает, что они скажут герцогу Блейхредеру, главе семьи Баумейстер. Кардинал говорит, что предвидел эту опасную ситуацию, поэтому сначала заручился поддержкой короля. Дворецкий говорит, что кардинал невероятно умен. Затем кардинал рассказывает о полученном даре. Сумма, которую Гвендолин подарила ему золотом, просто ошеломляет. Дворецкий говорит, что хотя Гвендолин молода, она хорошо понимает силу церкви, и кардинал соглашается. Затем Дворецкий говорит, что семья Хоенхейм имеет титул виконта. Поэтому кардинал всегда хотел, чтобы избранник Элизы был как минимум бароном. Но теперь он понимает, почему кардинал выбрал Гвендолин. Он говорит кардиналу, что тот поступил правильно, и отпивает чай. Друзья Гвендолин удивлены, что у него все так сложилось, а сама Гвендолин шокирована тем, что он не узнал ее получше до помолвки. Друзья Гвендолин говорят, что это обычная практика, потому что большинство из них даже не знакомились со своими женами до свадьбы. Гвендолин удивлен и садится, пока ему наносят грим, чтобы он выглядел как клоун. Затем он идет в магазин. Многие смотрят на него, но, к счастью, никто не видит его под гримом, поэтому он может спокойно отдыхать. Позже он идет по улице вместе с Ирвином и видит парня, который всегда хотел быть его слугой. Гвендолин пытается спрятаться, но парень видит ее насквозь. Затем он издает радостный возглас, потому что увидел Гвендолин. Шум привлекает других людей, и они спешат посмотреть на Гвендолин, убийцу драконов. Гвендолин и Ирвин используют магию, чтобы телепортироваться, пока ситуация не стала еще более странной. Дома Гвендолин смывает макияж и садится на стул, где они с Ирвином и еще одним мужчиной обсуждают, что делать с людьми, которые хотят быть их слугами. Ирвин в шутку просит стать его слугой, и Гвендолин соглашается. То, как быстро и легко это происходит, удивляет Ирвина, а затем их друг поздравляет его. Позже Гвендолин телепортируется в дом кардинала, но не хочет, чтобы его видели, поэтому быстро прячется, когда кардинал смотрит в его сторону. Затем он забирает Элизу, чтобы они могли поговорить наедине, и они обсуждают их предстоящую свадьбу. Гвендолин спрашивает Элизу, что она чувствует, и та отвечает, что ее сердце переполнено волнением, потому что ее дедушка выбрал Гвендолина. Кроме того, она слышала рассказы о его подвигах и чувствует, что ей повезет выйти замуж за такого человека, как он. Этот разговор успокаивает Гвендолина. Позже дома у Гвендолина Лена и Луиза с удивлением узнают, что пока они ходили по магазинам, Ирвин стал слугой Гвендолина. Девушки подумывают спросить Гвендолина, могут ли они тоже стать его слугами. Но Ирвин говорит им, что если они захотят, он поможет им, и они благодарят его. Ирвин слишком взволнован. Он говорит, что всегда хотел иметь подчиненных и поможет им. Затем Луиза и Лена разговаривают друг с другом. Они не хотят быть его подчиненными, поэтому начинают думать, что можно сделать, чтобы избавиться от Ирвина. И тут дверь открывается, и пара просит детей помочь им. Луиза видит, как они общаются, и ей приходит в голову идея. Она говорит Лене, что они должны стать наложницами Виндолина, потому что они дочери военных и не могут стать женами. Луиза называет это операцией обольщения наложницы. Виндолин тут же возвращается. Он открывает дверь, и Луиза говорит, что пора начинать операцию. Виндолин садится за стол. Затем Луиза начинает неуклюже танцевать, пытаясь его соблазнить. Виндолин равнодушно смотрит на нее, а потом его зовут на ужин. Он уходит. Позже Луиза и Лена сидят в своей комнате. Луиза с энтузиазмом придумывает новый наряд для операции. Лена говорит Луизе, что восхищается ее способностью добиваться своего в этой ситуации. Луиза объясняет, что ей не нравится быть агрессивной, но она надеется, что ее семья признает ее, если она сможет влюбить в себя Виндолина. Лена понимает и использует слова Луизы, чтобы подбодрить себя. Затем Луиза протягивает Лене бикини, которое она шила, но Лена
отказывается. Вендалин получает приглашение на свидание с Элизой. Свидание проходит весело, и Дворецкий говорит Вендалину купить кольцо для помолвки Элизы. Он идет в магазин и замечает кольцо, которое нравится Элизе, хотя оно и дорогое. Он покупает его, и они уезжают в карете. По дороге домой Элиза говорит Вендалину, что он поступил умно, купив кольцо, потому что заметил, что оно обладает магической силой. Но Вендалин говорит, что дело не в этом. Он купил кольцо, потому что оно будет отлично смотреться на Элизе. Он говорит ей, что она невероятная. Затем он продолжает объяснять, что последние несколько дней он чувствовал себя подавленным, потому что убил дракона. Куда бы он ни пошел, его называли убийцей драконов, но он говорит, что это ничто по сравнению с Элизой, которую всю жизнь называли святой. Гвендолин накладывает на кольцо немного магии, и появляется чудесный свет. Вскоре после этого Элиза уходит. Дворецкий и кардинал разговаривают дома. Ирвин, Луиза и Лена обедают вместе. Ирвин спрашивает, что случилось с Гвендолин и ее наложницами. Луиза говорит ему, что они уже стали членами партии, и что им незачем торопиться. Лена говорит, что их летние каникулы почти закончились. Луиза соглашается и говорит, что они возобновят операцию наложницы, когда вернутся в Брейхберг. Эрвин говорит, что в столице Элиза достойна Вендалин. Дверь открывается, и входит Элиза, прося о встрече с Вендалин. Эрвин говорит ей, что Вендалин вызвали в замок. Элиза спрашивает, что за человек баронет Баумейстер. Это дворец, и король приказывает Вендалин и сэру Брантаку убить дракона, что они и делают. Они идут в зал для совещаний, и человек в белой форме рассказывает им, как они планируют развивать равнину Палкия. Он говорит, что их проблема с развитием этой территории в том, что равнина – это территория древнего дракона Григорланда. Вендолин спрашивает, только ли они вдвоем. Король говорит, что их трое. И тут входит придворный маг Армстронг. Брантак и Армстронг обмениваются любезностями, он знакомится с Вендолин и спрашивает, не он ли убил костяного дракона. Вендолин подтверждает, и Армстронг говорит, что он лучше, чем он думал. Человек в белой форме напоминает Армстронгу, что он перед королем. Армстронг кланяется королю и говорит, что они немедленно отправятся в Палкинскую прерию. Он говорит королю, что они уничтожат дракона. Король говорит, что он на них рассчитывает. Вендолин удивлена силой Армстронга. Ритак говорит Вендолин, что он уважаемый маг. Они втроем отправляются в Палкию. Армстронг возглавляет команду и говорит, что они отправятся в военный гарнизон на границе Палкии и разработают план, а потом пойдут и убьют дракона. Ирвин, Луиза, Лена и Герман обсуждают миссию Вендалин. Герман напоминает им о миссии, которую Вендалин и остальные выполняли несколько дней назад. Он говорит, что в прерии живет много монстров, и есть вероятность, что после того, как дракон будет убит, монстры нападут на города, и их некому будет сдерживать. Герман говорит, что они планируют истребить монстров. Он говорит, что баронет Баумейстер и гарнизон застряли с этой миссией. Лена говорит, что у Вендалин нет армии. Герман отвечает, что они создали временную армию. Лена спрашивает, не должен ли дворянин с настоящей армией возглавить миссию. Герман отвечает, что да, но они хотят получить землю, а дворец не хочет отдавать огромные территории. Он говорит, что они надеются получить землю в награду за заслуги в бою. Лена говорит, что поэтому они встретили такого дворянина, как Вендалин, у которого нет земли. Герман говорит, что они могут решить вопрос с наградами, выдав медали и деньги, если это дворяне. Они слышат шум за воротами и подходят к окну, чтобы посмотреть на тех, кто будет в армии баронета Бамейстера. Герман говорит, что Вендалин должна быть их командиром, но ее нет, поэтому командовать будет Эрвин, ее слуга. Эрвин говорит, что не может взять на себя командование, но люди в доме его поддерживают. Эрвин возглавляет армию, состоящую из дворян, детей и слуг, которые надеются прославиться в битве и подняться по социальной лестнице. Они полны оптимизма. Они разбивают лагерь на ночь, и Лена говорит, что волнуется. Ирвин говорит, что это их первая битва. Луиза подбадривает их, говоря, что все будет хорошо, ведь Гвендолин победила костяного дракона в своей первой битве, и у них тоже все получится. Входит Элиза и говорит, что священникам, которые умеют исцелять, приказали присоединиться к походу. Она спрашивает про баронета Бамейстера, и Лена говорит, что он недавно покинул гарнизон. Рассветает, и Бритак, Армстронг и Венделин сражаются с драконом. Ирвин, Луиза и Лена приглашают Элис на завтрак. Они едят рисовые шарики. Луиза учит Элизу, как их есть. Элиза пробует и говорит, что это вкусно. Ирвин и Луиза о чем-то спорят, когда один из отрядов приходит с докладом, что Гвендолин и его команда победили дракона. Ирвин и его группа взволнованы. Гвендолин, Армстронг и Бранк обсуждают битву, в которой они только что сражались. Гвендолин говорят, что битва только началась, и они будут сражаться с монстрами. В лагере для раненых и больных Элизе помогает исцелять тех, кто пострадал в сражениях с монстрами. Она продолжает лечить, пока не закончится ее магическая сила. День подходит к концу, и Элиза покидает лагерь, чтобы отдохнуть, когда к ней подходит солдат и рассказывает, как отважно сражается Вендолин и как воодушевляет армию. Элиза вспоминает разговор с Вендолин, в котором та сомневалась, что она герой.
И Лиза рада этому известию и уходит, чтобы продолжить работу. Она думает, что сделает все возможное ради храбрости Вендалин. Один из солдат благодарит ее за исцеление. Она пытается вылечить его, но ее силы заканчиваются. Она просит принести медицинские инструменты, и ей их приносят. Приходит посыльный и сообщает, что войска с передовой возвращаются с победой. Люди в лагере облегченно вздыхают. Приходит еще один солдат и говорит, что баронет Баумейстер вернулся и ранен. И Лиза оборачивается, когда Вендалин зовет ее по имени. Она теряет сознание. Очнувшись, она видит, что Вендалин смотрит на нее. Она пытается встать, но Вендалин просит ее лечь. Она отказывается и встает. Вендалин говорит, что слышал много историй о ней на передовой. Он рассказывает, что солдаты говорили ему, что она их исцелила. Он говорит, что они смогли сражаться до конца благодаря ее усилиям. Он благодарит ее и идет за водой. Она останавливает его и говорит, что понимает, что он не герой. Она не заканчивает предложение, потому что между ними наступает короткая пауза. Армстронг подбегает к ней, называет своей племянницей и извиняется за то, что заставил ее волноваться. Уэндилин удивлена, что Элиза племянница Армстронга. Уэндилин громко вскрикивает, когда Уэндилин переезжает в их новый дом после того, как его повысили до барона. Ирвин, Луиза и Лена помогают ему с переездом. Входит Элиза и спрашивает, куда поставить миса. Уэндилин бежит за ним, чтобы отдать ей миску. И Лиза говорит, что думала, что он помолвлен с Леной и Луизой. Все в доме удивлены, и Уэндилин отвечает, что нет. Он спрашивает, как она относится к наложницам, и она отвечает, что нормально. Луиза и Лена говорят, что хотели бы выйти замуж за Уэндилина, и он соглашается. Вначале Уэндилин, Герман и Эрик присутствуют на свадьбе Хелмета. Хелмет смущенно улыбается, когда его женят. Они обсуждают, и Герман говорит, что единственная причина, по которой люди захотят жениться на ком-то из них, это стать родственниками Уэндилина. Уэндилин не согласен с Германом, но тот настаивает на своем. Герман говорит Уэндилину, что он привлекает внимание всего королевства и должен принять участие в турнире, иначе опозорится. Уэндилин удивлен, что не знал ни о каком турнире. Эрик рассказывает ему подробности. Турнир – это соревнование по боевым искусствам, которые королевство проводит раз в 3 года, и он говорит Уэндилину, что ожидает его участия в этом турнире. Уэндилин удивлен, но Эрик объясняет, что все дворяне должны хотя бы раз принять участие в турнире. Уэндилин говорит, что это нормально, но он хочет участвовать в соревнованиях магов. Эрик говорит, что в соревнованиях магов нет разделения. Эрик объясняет, что есть только фехтование, метание копья, стрельба из лука и рукопашный бой. Но Герман отмечает, что дворян уважают за их мастерство владения мечом. Поэтому Вендалин должна быть в категории фехтовальщиков. Вендалин соглашается, но говорит, что будет использовать магию для улучшения своего тела. Эрик говорит, что использование магии на турнире запрещено. Это турнир, где все зависит от мастерства, и Вендалин это не нравится. На следующий день Лена, Луиза и Ирвин идут на пробежку, но Ирвин быстро устает. Девушки смеются над ним. Тогда он спрашивает, можно ли ему заниматься по специальной программе, потому что он бегал с ними последние полгода, а они использовали магию для улучшения своего тела. Но он больше не может продолжать. Лена говорит, что у нее не так много магии, как у Луизы, но Эрик говорит, что даже если это так, Лена все равно сильнее. Она даже превзошла старика, который ее учил. Но по сравнению с ним Ирвин слишком слаб. Пока они разговаривают, девушки замечают, что Вендалин улетает с церемонии. Луиза спрашивает, не нужно ли ему куда-то срочно после окончания церемонии. Тогда Лена говорит, что он сказал ей, что ему нужно встретиться с кардиналом Хоенхаймом. Пока они отвлекаются, Ирвин пользуется моментом и убегает. Затем он восклицает, почему у меня нет таланта к магии. Девушки бегут за ним. Потом они сидят с Бронтаком, который говорит им, что они тоже должны участвовать в предстоящем турнире. Их лорд хочет, чтобы они прошли первые раунды. Девушки понимают и идут тренироваться, а Ирвин сидит и ест шоколад. Брентек спрашивает Ирвина, почему тот не тренируется. Ирвин отвечает, что ему нечего терять, поэтому нет смысла. Тогда Брентек пугает Ирвина, говоря, что если тот не будет тренироваться и не станет сильнее, то его бросит, как бы сильно они о нем не заботились. Это шокирует Ирвина. Вечером троица ужинает с Вендалин и Элизой. Они обсуждают события дня. Затем Вендалин говорит, что рад, потому что Уоррен, командир королевских рыцарей, который выигрывал турнир последние 2 раза, не будет участвовать в этом году. Вендалин считает, что без него будет немного легче. После этого Вендалин спрашивает, примут ли остальные Элизу в свою приключенческую группу, и они соглашаются. Ирвин выглядит немного отстраненным, и Вендалин спрашивает, все ли с ним в порядке, и говорит, что да. Вендалин кричит, что он выиграет турнир. На следующий день Ирвин оставляет остальных далеко позади, а Вендалин падает от усталости. Остальные наблюдают, как Ирвин преуспевает, и девушки думают, что у него есть шанс на победу. Позже приключенческая группа ужинает, и до них доходит слух, что Уоррен будет участвовать в турнире. Король посоветовал ему стать препятствием для следующего поколения, чтобы кто-то мог попытаться превзойти его. Ирвин уходит в свою комнату. Он расстроен,
потому что Уоррен очень силен. Девушки заметили, что он был расстроен, и пришли поддержать Ирвина. Он прогоняет их, говоря, что такие люди, как они, не поймут, что это значит, потому что у них есть магический талант. Девушки уходят. На следующий день Эрвин набирает воды из-под крана и видит, что Виндалин спит. Он подходит к ней и спрашивает, собирается ли она когда-нибудь исключить его из группы, но Виндалин спит. Когда она просыпается, Ирвин спрашивает ее об Элизе, и Виндалин объясняет, что она не может так же хорошо владеть мечом, как остальные, но старается изо всех сил. Слова Виндалин подбадривают Ирвина. Затем он продолжает тренироваться. Через несколько дней проходит турнир. У Брентака есть хорошие места для них с другом, и они обсуждают это. За ними группа авантюристов готовится к турниру. Элиза приносит подарок Виндалин, и они идут на турнир. Первый бой Виндалин против Уоррена, и она быстро его выигрывает. Брентак говорит, что надеется, что девушки вернутся не так быстро, как Виндалин. Виндалин уверена, что девушки задержатся дольше, чем она. И, по правде говоря, девушки могут выступить гораздо лучше, чем Виндалин. Луиза возвращается первой. Она проиграла в полуфинале турнира после того, как вернулась Лена, потому что проиграла парню с вращающимся копьем, который просил Виндалин позволить ему быть ее слугой. Девушки замечают, что Виндалин спит. Полиция объясняет, что она всю ночь готовила обед для всех, поэтому устала. Ирвин выигрывает свой бой, но получает травму руки. Уоррен говорит ему, что не может дождаться их боя. Луиза и Лена обрабатывают раны Ирвина, когда он говорит им, как сильно он волнуется, и сразу же показывают ему обед, который Виндалин приготовила для него прошлой ночью. Эти слова успокаивают Ирвина, и он идет на бой. Затем следует пропуск во времени. В замке Ирвин тренируется под руководством Уоррена, а у Лены новый наставник. В другом месте Виндалин и Луиза идут по тропинке и обсуждают, как повезло Эрвину. Виндалин сопровождает Луизу, чтобы познакомить ее со своим наставником. Через некоторое время Виндалин спрашивает Луизу, кто ее учитель, и неожиданно появляется Климт, поигрывая мускулами. Он просит их следовать за ним, и они бегут за ним. Трое мужчин работают в поле. Клаус подходит к лорду Баумейстеру и передает ему отчет о налоговых выплатах. Однако лорд Баумейстер говорит, что поручил это дело третьему мужчине на поле и больше не будет в этом участвовать. Внук лорда Баумейстера радостно бежит к лорду Баумейстеру, а его мать идет следом. Она сообщает ему, что к ним пришли гости. Он удивлен этой новостью и объясняет Амелии, что в сельской местности редко бывают гости. Амелия говорит лорду Баумейстеру, что гости хотят поговорить с ним о Гвендолин. Дома гости передали начальнику письмо от главного аудитора. Он неохотно берет его и отдает Амелии, чтобы она прочитала. Он предполагает, что это очередное письмо с просьбой присоединиться к семье, частью которой является Гвендолин. Но Амелия открывает письмо и читает его. Это печальная новость. Гвендолин погибла, исследуя древние руины. Гвендолин смотрится в зеркало. Он одет в доспехи и вспоминает, что спустя столько лет он стал мастером и может превратить своих друзей в искателей приключений, как и он сам. Он почувствовал себя сильным, когда стал мастером, и пообещал своим товарищам-авантюристам, что будет бороться с теми, кто попытается украсть или отнять их свободу. Пока они праздновали, к ним подошел Брантак. Извинившись за то, что помешал их веселью, он передал письмо, в котором король требовал, чтобы они отправились исследовать древние руины. Гвендолин не смогла отказаться. Но потом она поняла, что ничего не изменилось. Брантак, Гвендолин и их команда отправились к древним руинам. Гвендолин спросила Брантака, опасны ли руины. Брантак рассказал им историю о руинах. Он сказал, что каждый искатель приключений, который приходил исследовать руины, никогда не возвращался. И Лиза сказала, что причина в том, что в руинах живет дракон. Брантак подтвердил это и сказал, что именно поэтому Гвендолин и ее команда были наняты. Потому что гильдия поняла, что для выполнения задания им нужна опытная группа искателей приключений. Искатели приключений шли по руинам, боясь того, что их ждет. Через некоторое время они увидели дверь и вошли в нее. Они гадали, куда делись тела предыдущих искателей приключений. Брантак понял, что это ловушка, и велел им поскорее уходить через дверь, но опоздал. Дверь закрылась, и они попали в ловушку. Они не могли пошевелиться, и Брантак сказал им, что ловушку устроила древняя цивилизация. Он велел им приготовиться к бою, хотя и не знал, что происходит. Брантак исчез, а за ним и остальные. Команда снова собралась вместе под названием «Висячие руины». Ловушка, установленная древней цивилизацией, перенесла всех в руинах на нижний этаж, где они вынуждены искать путь наверх, если хотят выжить. Это не должно было стать проблемой для группы, ведь у Гвендолин есть способность телепортироваться. Однако он объяснил, что его способности работают только тогда, когда он знает, где находится и куда телепортируется, иначе они бесполезны. Это оставляет группе только один вариант, и он очень сложный – подняться по лестнице на поверхность. Группа, напуганная, начинает подниматься по лестнице, чтобы выбраться на поверхность. По пути они проходят через дверь и попадают в зал, где их встречает армия роботов-големов. Дверь захлопывается, и они оказываются в ловушке, бежать некуда. Големы оживают и нападают на них, чтобы не дать им пройти. Группа использует физическую силу и магические способности, чтобы победить армию големов. Они успешно справляются с задачей. Они находят скелеты предыдущих искателей приключений и слышат, как големы приближаются к ним. В замке беспокоятся о пропавших искателях приключений
приключений, ведь прошло уже 5 дней, а о них ничего не слышно. В руинах големы нападают на группу, не давая им времени и пространства, чтобы восстановить силы. Искатели приключений измотаны и устали, но все равно продолжают сражаться. Они должны, если хотят вернуться домой. Группа продолжает двигаться и добирается до прохода, где не видит големов. Они радуются, что все закончилось. Но голема-дракона и ее армию роботов еще предстоит победить. Герои оказываются окружены големами, драконами и ее армией. Они сражаются, несмотря на то, что силы на исходе. Гвендолин и Бронтак, обессиленные, придумывают план, как победить дракона. Они должны объединить силы и надеяться, что этого будет достаточно, чтобы победить дракона. Объединив силы, Гвендолин, которая находится впереди, понимает, что даже их объединенной мощи не хватит, чтобы победить дракона. И Лиза, одна из искателей приключений, подбегает к Гвендолин и целует ее, высвобождая магическое заклинание света, которое она наложила на нее, после чего теряет сознание. Это заклинание позволяет восстановить утраченные силы, выносливость и магические способности. Заклинание дает достаточно сил, чтобы Гвендолин победила дракона. Они убивают голема дракона, и Гвендолин, обессиленная, присоединяется к Элизе и теряет сознание. Группа ждет, пока Гвендолин и Элиза придут в себя, и отправляется в библиотеку, где узнает, что руины были созданы магом по имени граф Экельберг из древней цивилизации. Это сделано для того, чтобы убедиться, что тот, кто пройдет через руины, достаточно умен и достоин унаследовать наследие цивилизации. Они находят множество древних воздушных кораблей, которые являются основой их магических воздушных кораблей. В первой сцене группа искателей приключений предстает перед королем, и помощник короля рассказывает им, сколько они заработали благодаря своим приключениям и помощи. Сумма составляет около 20 миллионов золотых монет, которые будут выплачиваться частями в течение 20 лет. После этого Климт говорит Гвендолин, что он и его группа покидают столицу. Эта информация удивила Климта, но Гвендолин объясняет, что он решил отправиться в путешествие за пределы Брайтбурга. Климт понимает, но чувствует, что без группы ему будет одиноко. Он говорит Гвендолин, что вложит всю свою энергию в поиски преступника, который распускает ложные слухи о его смерти, чтобы Гвендолин могла спокойно путешествовать. Гвендолин спрашивает, о ком эти слухи, и Климт шокирует ее, сказав, что слухи о нем самом. Люди думали, что он умер, и некоторые даже падали в обморок, когда узнавали, что он вернулся к жизни. Гвендолин спрашивает, кто мог распускать такие слухи. Климт говорит, что успешные люди часто вызывают зависть у других, даже не подозревая об этом, и что их ненавидят люди, которых они не знают. Остальные члены группы говорят, что они тоже испытывают зависть, потому что они в одной группе с Гвендолин, и теперь, когда им дают много золотых монет, все станет еще хуже. У Лены есть идея. В гильдии искателей приключений есть система, позволяющая официально оспорить распределение награды, и она считает, что они могут ею воспользоваться. Лена говорит, что они могут пожаловаться на то, что их доля слишком велика. Климт считает, что это хорошая идея, но спрашивает, куда будут переведены деньги, которые они получат. Трое смотрят на Гвендолин, но она говорит, что ей тоже не нужно столько денег. Затем они обращают внимание на Элизу, и Луиза спрашивает, что она собирается делать. И Лиза говорит, что все ее имущество принадлежит Гвендолин. Гвендолин замечает, что все это происходит, и думает, что все просто давят на него, чтобы усилить давление. В другом месте люди Рукнера вздыхают, потому что они злятся, что Гвендолин осталась жива. Но Рукнер говорит, что он рад, потому что все идет так, как он хотел. Затем вдалеке к замку подходит человек в капюшоне. Через несколько мгновений Гвендолин чувствует, что кто-то заглядывает в окно, но не обращает на это внимания. Гвендолин сидит с остальными членами группы, и они ужинают. Все говорят, что им нужен кто-то, кто будет защищать замок, когда они уедут, потому что Гвендолин очень не любит. Этот человек должен быть сильным и преданным Гвендолин, считают они. И наконец они решают, что это должен быть Родерик, парень с копьем, который всегда спрашивает Гвендолин, может ли он быть ее слугой. Эта мысль шокирует Гвендолин, но он соглашается. Они идут к Родерику, и тот начинает плакать из-за работы, которую ему поручили. Гвендолин снова чувствует то же странное присутствие, и пока они ужинают, все замечают, что кто-то наблюдает за Гвендолин. Родерик говорит, что ему нужно поскорее уйти, потому что в столице сейчас небезопасно. Гвендолин понимает, но говорит, что хочет кое-что сделать, прежде чем покинет столицу. Позже таинственная девушка снимает капюшон на рынке, и оказывается, что это девушка. На следующий день Гвендолин и его группа отправляются в исследовательскую лабораторию. Их встречает девушка, которая говорит, что лаборатория построена по мотивам древней магической цивилизации. Группа встречает главного исследователя лаборатории. Лукас представляет им Бекенбауэра, который любезно их приветствует. Затем Гвендолин спрашивает, есть ли у них какой-нибудь магический круг, способный вызвать что угодно, что только может представить пользователь. Лукас показывает его Гвендолин, но объясняет, что это пока только прототип, и в зависимости от условий может потребовать много магической энергии, но теоретически он способен призвать что угодно. Гвендолин встает на него и начинает представлять себе картинку. Остальные наблюдают, как он создает штаны. Те самые, что были на их проводнике. Она дает Гвендолин подзатыльник, и он извиняется, потому что отвлекся. И Лиза немного ревнует. Гвендолин пытается объяснить, но только Эрвин слушает его. Гвендолин снова включает машину. Позже команда тащит тележку, полную земли. Этот запах привлекает странную девушку, но прежде чем она успевает подойти, группа телепортируется. Она приходит к ним домой и видит, что там происходит что-то странное. Все радуются и улыбаются, пока едят. Через некоторое время Гвендолин приносит всем тунца с соевым соусом, на приготовление которого у него ушло 3 года.
блюдо. Все нерешительно пробуют, и оказывается, что это очень вкусно. Они едят, пока есть возможность. Странная девушка продолжает смотреть в окно. Она очень голодна. Пока вечеринка продолжается, кто-то сообщает Виндалин, что слухи о его смерти распускает младший брат лорда-комиссара Ракнера, главный аудитор Ракнер. Виндалин никогда раньше его не видел. Он планировал сделать так, чтобы брат Виндалин был ему обязан, и чтобы его сын унаследовал его состояние, чтобы он мог получить больше влияния. Виндалин в шоке, что главный аудитор Ракнер готов втянуть семью Виндалин в эту ситуацию. Виндалин волнуется, но парень с копьем говорит ему не беспокоиться, потому что он все устроил ради Виндалин. Он распустил слух, что главный аудитор Ракнер причастен к попытке убийства Виндалин. Парень с копьем говорит, что даже если это просто слухи, они приведут к небольшому расследованию, которое поможет раскрыть тайну главного аудитора. Хотя его, возможно, и не накажут за это. Виндалин спрашивает парня с копьем, как он узнал об этом, и тот отвечает, что главный аудитор его отец, и он знает, как тот поступает. Хотя главный аудитор никогда этого не признавал. Затем вдруг раздается громкий звук с другой стороны двери. За дверью появляется таинственная девушка, подходит к ним и начинает есть. Ее появление шокирует Виндалин. Затем лорд-маршал Эдгар называет девушку по имени Уилма. Он просит девушку представиться группе искателей приключений. Маршал Эдгар говорит, что девушка его дочь. Ее зовут Уилма Эдельвана Сагахан. Он спрашивает Уилму, что она думает о группе, и она отвечает, что следила за Виндалин, чтобы убедиться, что он сможет ее прокормить. И она говорит Виндалин, что он прошел испытание. Уилма выглядит очень милой, но в ней постоянно бурлит магия, поэтому она постоянно голодна, потому что обладает огромной силой. Маршал Эдгар говорит Виндалин, что хотел бы, чтобы она взяла его дочь в качестве телохранителя, а если захочет, то даже могла бы выйти за нее замуж. Виндалин пытается объяснить, что когда они вернутся, они планируют просто охотиться, поэтому телохранитель им не нужен. Но маршал Эдгар не понимает. Он говорит Виндалин, что слышал, что она собирается избавиться от монстров. Затем он зовет герцога Блейхродера, чтобы тот прояснил ситуацию. Герцог сообщает Виндалину, что у него есть к нему просьба. В другом месте некоторые люди получили ложную информацию о смерти Виндалина, и в письме говорится, что пара должна унаследовать особняк Виндалина. Пара пытается понять, что происходит, и выглянув в окно, они к своему удивлению видят Виндалина и остальных членов его группы. Люди сидят за столом, а лорд-баумейстер во главе. Слева от него старший сын лорда-баумейстера Курт и его второй сын Герман. Сзади них староста деревни Клаус, который является доверенным лицом их отца. Справа Брантак, Венделин и остальные. Брантак рассказывает историю о бывшем герцоге Блейхроде, который 15 лет назад отправился в зачарованный лес на поиски магической панацеи. Эта экспедиция закончилась гибелью 2 солдат и бывшего герцога. Лорд-баумейстер упоминает, что он откликнулся на просьбу бывшего герцога и тоже отправил свою армию. И что командир и солдаты не в силах закончить предложение, делают паузу и отпивают чай. Брантак продолжает и рассказывает лорду-баумейстеру, что трупы всех погибших теперь стали нежитью, а именно зомби. И поэтому его лорд попросил очистить всех мертвецов, прежде чем они превратятся в более сильную нежить, например, в личей. Он приходит в ярости, ударяет кулаком по столу, отчего Виндалин чуть не подавился чаем, когда услышал, что король снова просит его войска. Брантак говорит лорду-баумейстеру, что они займутся очищением и что он пришел обсудить, как справиться с монстрами, которых они победят в процессе. Первый сын Курт быстро рассказывает Брантаку, что зачарованный лес принадлежит им, и что они должны платить дань после того, как соберут все ресурсы с монстров. Посланник спрашивает, какой процент будет отходить именительного падежа. Курт спрашивает у старосты деревни Клауса, какой процент был раньше, и тот отвечает, что 30%. Курт поворачивается к Брантаку и говорит, что они будут платить 50% от добычи. Герман спрашивает у Брантака, заберет ли он вещи погибшего солдата, и тот соглашается. Герман поворачивается к своему брату Курту и просит его быть разумнее в переговорах. Но Курт отмахивается, говоря, что им не нужны вещи солдата, потому что солдаты были бедны и похороны уже состоялись. И Лиза говорит Курту, что если не провести похороны после очищения душ, то покойники не обретут истинного покоя. Она говорит, что поможет провести похороны после очищения. В следующей сцене Курт рвет письмо, которое прислал ему главный аудитор, и спрашивает, как тот посмел. Он сидит на собрании с несколькими мужчинами, и один из них говорит, что слышал, что Гвендолин придет, чтобы очистить их сыновей, которые остались в лесу. Курт отказывается и говорит, что Гвендолин здесь только как искательница приключений и уйдет, как только закончит очищение. Брантак, Герман, Гвендолин и их спутники сидят за столом и ужинают. Гвендолин спрашивает, почему Курт потерял рассудок. Герман говорит, что это началось после того, как он уехал из дома. Герман предлагает Брантаку вина, но тот отказывается. Луи удивляется и спрашивает, почему он не хочет пить. Брантак отвечает, что просто не хочет пить это вино. Герман предлагает Гвендолин пирог. Марлен просит Виндалин присмотреть за вещами ее дедушки, что та и делает. Она взволнована и говорит, что хотела бы, чтобы он был наследником. Виндалин, Брантак и остальные ищут способ выманить зомби из леса, поэтому они стоят у входа в лес. Они зовут зомби, оскорбляют их и ругают.
Зомби начинают выходить из леса. И Лиза произносит очищающее заклинание, и зомби очищаются. Ирвин и Брантак собирают их вещи. Затем из леса выходят зомби с украшениями и мечом, и они понимают, что это герцог Блейхредер, которого тоже нужно очистить. Они уже собираются уходить, когда вспоминают, что не видели дедушку Марлен, о котором она говорила, когда подавала им еду. И тут они видят Виверну, которая тоже стала нежитью, но она очищается не так быстро, как другие солдаты-нежить. Они сражаются с Виверной и отрубают ей голову. Затем Виверна очищается. Монстры тоже приходят, чтобы их очистили, но заклинание действует на них не так быстро. Они сражаются с монстрами, пока заклинание их очищает. После этого они снимают заклинание, и все они очень устали. Затем один из них указывает на солдата, выходящего из леса в доспехах, похожих на те, что описывала Марлен, и это оказывается ее дедушка. Они встречают его и узнают, что он превратился в лича. Он спрашивает о Марлен, и они отвечают, что с ней все в порядке. Он сдается, когда они его очищают. Он просит их позаботиться о Марлен. Они возвращаются в деревню с вещами солдат, которые они собрали после очищения, и жители деревни благодарят их за это. Но прежде чем жители деревни успевают забрать мечи, приходит весть от Курта, что все железо нужно отправить Экхарту, кузнецу из деревни, потому что в деревне не хватает железа. Гвендолин вмешивается и спрашивает Курта, нужно ли ему все железо, чтобы жители деревни могли забрать вещи своих близких, погибших в зачарованном лесу, и Курт соглашается. Гвендолин волшебным образом предоставляет железо, которое выводит Курта из равновесия, и он позволяет жителям забрать вещи. Жители благодарят Гвендолин за предоставленное железо, чтобы Курт не забрал вещи погибших в зачарованном лесу. Брантак, Гвендолин и их спутники встречают Клауса, который спрашивает, почему они еще не уехали. Гвендолин говорит ему, что им приказали остаться, пока не будут опознаны все вещи из зачарованного леса. Клаус приглашает их на похороны, которые состоятся на следующий день. На похоронах Элиза читает молитвы, а Гвендолин знакомится с женой его старшего брата Куртой и их детьми. Там он готовит мизвами для детей, и им это нравится. После похорон Клаус просит Гвендолин стать наследницей территории, но она отказывается, говоря, что уже стала главой другой независимой ветви. Поэтому Королевский дворец никогда не позволит ей унаследовать территорию. Но люди в Королевском дворце уже хотят, чтобы она возглавила их территорию. Входит Брантак и соглашается со всем, что было сказано Гвендолин. Король и его люди сидят за столом. Они выглядят серьезными. Король смотрит на карту. А потом на заднем плане говорит Брантак. Он говорит, что корона хочет освоить невероятно большую территорию, которую еще не освоили. Сцена меняется, и теперь Брантак и Виндолин сидят на скале в глубине леса. Брантак рассказывает Виндолину о том, что происходит в Королевском дворце. Он продолжает свой рассказ, спрашивая Виндолина, почему, по его мнению, дворец не может развивать земли. Он говорит, что причина в том, что нынешние лорды – обычные люди уже много поколений. Брантак говорит, что Виндолин прав, но добавляет, что есть и другая причина – нынешний наследник – мерзавец. На мгновение появляется вспышка света, и Курт достает кинжал. Его лицо искажено злобой. Сцена снова переключается на Виндолина и Брентака. Брентак говорит Виндолину, что когда все казалось безнадежным, появился Виндолин. Из-за этого люди хотят сменить нынешнего лорда. Но Виндолин говорит, что они не могут приказать его отцу сделать это. Брентак подтверждает это. Он говорит, что другие лорды будут бояться. Брентак объясняет, что поэтому во дворце придумали план, чтобы разозлить плохого брата Виндолина, а когда Виндолин его одолеет, отец Виндолина возьмет на себя ответственность и уйдет в отставку, а Виндолин станет следующим в очереди. Виндолин теперь понимает, что именно поэтому его отправили сюда, чтобы он подчинил себе брата. Виндолин спрашивает Брентака, почему он не рассказал ему обо всем этом заранее, и Брентак отвечает, что он знал, что Виндолин не хочет становиться лордом, и что план все равно будет осуществлен, независимо от того, знает об этом Виндолин или нет. Виндолин спрашивает Брентака, что бы он сделал, если бы погиб во время опасной экспедиции. Но Брентак объясняет, что это было невозможно, потому что он постоянно следил за Виндолином. Он даже ни разу не выпил. Люди хотят, чтобы Виндолин стал лордом и все наладил, даже если он сам этого не хочет. Брентак объясняет, что у Виндолина много имущества, которое понадобится для развития земель. Затем Виндолин приходит к выводу, что все имущество, которое ему дали и которое ему не нужно, было сделано для того, чтобы осуществить этот план. На следующий день приключенческая группа ужинает, и Виндолин говорит, что у него не будет выбора, кроме как сделать то, чего хочет дворец. Затем он вздыхает. Лена напоминает ему, что дворец сказал, что он сможет продолжать свои приключения, даже став лордом. Пока это происходит, все за столом берут по 2 палочки для еды, чтобы перемешать какую-то кровавую субстанцию. Луиза говорит, что поведение Виндолина необычно. Обычно он сразу же выполняет приказы, которые приходят из дворца, не раздумывая. Внезапно дверь открывается. Виндолин вздрагивает и ломает палочки, роняя свою кровавую субстанцию. Человек, который открывает дверь, говорит Виндолину, что у него гости. Племянники Виндолина пришли учиться у него магии. Они взволнованы, когда Виндолин пытается научить их создавать пузырьки воды с помощью магии. Остальная часть приключенческой группы наблюдает за этим. Затем Луиза говорит, что теперь она понимает сомнения Виндолина. Ирвин все еще в замешательстве. Но Лена объясняет, что он сомневается, потому что эти молодые люди потеряют свое благородство, и их жизнь станет намного хуже.
Пока все это происходит, за деревом наблюдает странный человек. Он смотрит на Амели злобным взглядом. Ночью Юрген и еще несколько мужчин идут к дому. Они хотят что-то потребовать, потому что считают, что от этого зависит их будущее. Внезапно перед ними появляются Герман, Виндалин и Бронтак, что пугает мужчин. Юрген падает на землю. Герман просит мужчин объясниться. Юрген говорит, что они идут к сэру Артуру, чтобы выдвинуть требования. Они хотят, чтобы их лордом стал не Курт, а Гвендолин. Герман говорит, что понимает их, но если все пойдет не так, как они хотят, то Курт может наказать их. Юрген говорит, что все мужчины готовы к наказанию, потому что они борются за свое будущее здесь и сейчас. Герман говорит, что Курт благоволит только тем, кто близок к нему, а со всех остальных он требует налоги. Гвендолин просит мужчин успокоиться, потому что ему нужно время, чтобы принять решение. Герман говорит, что они торопятся, потому что узнали, что на следующий день будут опознавать тела погибших, а потом Гвендолин уедет из этих земель. Но Виндалин говорит, что у него нет таких планов. Тогда Герман спрашивает одного из своих людей, откуда он узнал об этом. Выясняется, что кто-то распространил ложную информацию о том, что Гвендолин уедет на следующий день. Мужчины продолжают обсуждать это, а Бронтак видит в кустах старосту деревни и тайком идет к нему. Они разговаривают, и Бронтак предупреждает старосту, что королевскому двору не нравится, когда люди действуют по своему усмотрению. Староста деревни благодарит его за предупреждение и, уходя, советует Бронтаку быть осторожным, когда он находится рядом с леди Эмили. В доме Курта леди Эмили ходит кругами. Затем она случайно слышит, как Курт сталкивается с мужчинами, которым он симпатизирует. Поскольку другие жители деревни вскоре могут начать поддерживать Виндалин, Курт говорит, что накажет всех жителей деревни, которые пойдут против него. Сейчас, когда они вернулись домой, Элиза поет Виндалин горячим чаем. Виндалин сейчас со своими друзьями, и он спрашивает, что будет с Куртом, если он станет лордом, и Бронтак говорит, что Курта убьют. На следующий день Виндалин решает встретиться со своим братом, чтобы поговорить с ним, поэтому он телепортируется к нему домой, чтобы поговорить с ним. Виндалин идет к своему брату и просит его дать ему немного неосвоенной земли, когда он станет лордом. Когда их отец уйдет на пенсию, Виндалин говорит Курту, что если он согласится, Виндалин планирует помочь ему повысить свой дворянский ранг. Он говорит Курту, что даже выделит средства на развитие земли, чтобы ее жители могли жить плодотворно, но Курт отказывается. Он выбирает карту, на которой показано, куда хочет отправиться Виндалин. Он выбирает карту, затем разрывает ее на кусочки и сердито кричит. Он говорит, что Виндалин просто пытается надуть его, чтобы он мог постоянно лишать его власти. Виндалин говорит своему брату, что это совсем не так, и если не принять меры, то вскоре в стране может вспыхнуть восстание. Курт разбивает чашку кофе о стену. Курт говорит Виндалин, что его действия выводят его из себя. А потом он называет Виндалин воровкой и кричит, чтобы Виндалин покинула его дом. Виндалин уходит. На улице он разговаривает с леди Эмили. Он рассказывает ей о своем плане. Говорит Эмили, что разговор с Куртом был его последней попыткой сохранить мир, и теперь он не знает, что делать. Затем она говорит Виндалин, что ей все равно, что думают другие. Она хочет только сохранить жизнь своим детям. Поэтому она хочет, чтобы они сблизились с Виндалин. Пусть это и кажется хитрым, ей все равно. Она оставляет его, чтобы поиграть с детьми. Виндалин смотрит, как мать и дети веселятся, и на несколько секунд задумывается, прежде чем уйти. Эмили провожает его взглядом и крепко обнимает детей. Дома Виндалин и остальные готовят завтрак. Луиза работает с Уилмой, которая держит миску, пока Луиза разбивает яйца. Уилмо очень взволнованно и все время повторяет слово «яйцо». Ирвин работает с Леной, он взбивает яйца, но жалуется, что у него болят руки. Гвендолин работает с его будущей женой Элизой. В отличие от остальных, он использует магию, чтобы взбить яйца. Лена называет его обманщиком. Виндалин игнорирует Лену и говорит, что нужно добавить масла. Элиза улыбается. Затем тон Виндалина меняется. Он говорит друзьям, что принял решение, и неважно, кто пострадает, потому что он готов стать правителем. Но он не допустит, чтобы кто-то умер. Он пойдет своим путем, а не тем, что выбрал дворец. Виндалин просит друзей помочь ему на этом пути. Сначала они молчат, потому что заняты готовкой. Затем Элиза улыбается и говорит Гвендолин, что его друзья всегда на его стороне, и остальные члены группы кивают в знак согласия. На следующий день Гвендолин и его друзья продают некоторые вещи, которые они привезли из столицы, и готовят еду для людей на рынке. Это могут быть вкусные блюда, доспехи, оружие, одежда и так далее. Они продают вещи по низкой цене, и это расстраивает людей, которые работают на Курта, потому что они теряют своих клиентов. Вечером эти люди идут и рассказывают об этом Курту, и эта новость приводит его в ярость. Он отбрасывает свой стул в сторону. Затем один из мужчин предлагает убить Гвендолин. Но Курт напоминает своему человеку, что Гвендолин волшебница, и они не смогут победить ее в бою. Мужчины чувствуют, что по пути назад им может не поздоровиться. Гвендолин блокирует троих из них и использует деньги и обещания, чтобы заставить их переехать в столицу, тем самым ослабляя ряды Курта. Курт узнает об этом от своего помощника. Его люди начали предавать его. На следующий день Гвендолин объясняет свой план Родерику, пока они ищут место, где Курт и его дети будут в безопасности, пока в городе царит хаос. План заключается в том, что Курта отведут в церковь и
заставят жить в покаянии и молитве, что, по мнению Родерика, может быть для него слишком суровым наказанием. Но, по крайней мере, он будет жив, а его жена и дети, хоть и далеко от родины, тоже будут живы. Родерик говорит, что это лучше, чем жить в позоре. Гвендолин и Родерик гуляют по городу. Они обсуждают другие события в городе. Гвендолин спрашивает, все ли в порядке дома. Родерик объясняет, что ситуация не изменилась, но желающих встретиться с Гвендолин становится все больше. Родерик говорит, что причина в том, что люди хотят получить права на неосвоенные земли. Это проект, который сулит большие деньги, поэтому многие хотят в нем участвовать. Пока они разговаривают, в переулке какой-то дворянин дает странному человеку флейту дракона. Он отдает ее Курту, который приходит в ярость, потому что все его люди ушли от него. Мужчина говорит Курту, что с помощью этой флейты он сможет убить Уэндела. Идет сильный дождь, пока Курт и мужчина, который дал ему флейту, разговаривают. Мужчина говорит Курту, что главный аудитор Рюкнер очень сожалеет, что предоставил Курту неверную информацию. Курт хочет убить Уэндела с помощью флейты и спрашивает, сколько это будет стоить. Мужчина отвечает, что ничего, но просит, чтобы когда Курт станет лордом, он оказал им поддержку во время переговоров о правах на неосвоенные земли. Курт соглашается на эти условия. Теперь Курт понимает, что мужчина хочет его помощи, потому что они оба в трудном положении. Он смеется, глядя на флейту. На следующий день Бронтак с отрядом находится в лесу и с помощью своих сенсорных способностей находит Курта. Затем он говорит им, что Курт идет. План отряда сработал, потому что они сделали вид, что Гвендолин одна в лесу, чтобы привлечь внимание Курта. Бронтак говорит Гвендолин, что его план по выведению брата из себя подходит к концу. Но отряд в замешательстве. Они удивлены, что человек, который пришел на встречу с Куртом, не привел с собой какого-нибудь убийцу, чтобы помочь ему справиться с Вендолином. Бронтак думает, что, возможно, у Курта есть какое-то секретное оружие. Вендолин идет на встречу с Куртом, но Курт знает, что там есть стражники, и просит их выйти. Стражники выходят. Курт рассказывает Вендолину, что все его обожают и хотят сделать его лордом, хотя он даже не старший сын, а 8-й. Затем Курт достает флейту. Он угрожает Вендолину, что если тот пошевелится, то флейта заиграет. Вендолин замирает. Бронтак кричит, потому что узнает флейту. Это знаменитая флейта дракона. Бронтак рассказывает о происхождении и использовании флейты дракона. Он говорит, что это магический предмет, который нашли в древних руинах, и что он может призвать всех драконов в великих горах Рик. А силы Вендолина недостаточно, чтобы сражаться с ними всеми одновременно. Курт смеется. Ирвин говорит, что Курту тоже будет грозить опасность, если он призовет дракона. Курт говорит Ирвину, что у него уже есть план, как обезопасить себя. И Лиза говорит Курту, что драконы придут и причинят людям страдания. Все пытаются убедить его, что если он сыграет на флейте, это убьет даже его семью. Курт говорит, что люди предали его, и он может создать новую семью. Это шокирует Вендолина. Он спрашивает своего брата Курта, что тот имеет в виду. Курт продолжает говорить с улыбкой. Он рассказывает, что украдет их имущество, застроит их неосвоенные земли и станет героем, который будет лучше Вендолина. Из-за этого к нему будут тянуться женщины. После этого он снова женится, и у него родится еще один сын. Вендолин пытается дотянуться до флейты, но Курт отступает назад. Он видит тревогу на лице Вендолина и начинает смеяться. Курт говорит брату, что больше всего в Вендолине его всегда раздражало его снисходительное отношение, и теперь, когда он видит тревогу на его лице, это его радует. Курт начинает смеяться, и это раздражает Бронтака. Курт пытается надавить на брата, говоря, что каждая смерть, которая произойдет, будет на его совести. Он пытается сыграть на флейте. Затем Бронтак стреляет в Курта, но стрела попадает в флейту и не причиняет ему вреда. Курт смеется, говоря, что флейта, по крайней мере, на его стороне. Затем он кричит «Умри, Венди!» и дует в нее. Курт дует в флейту, и из-под земли появляются призрачные существа. Вендолин видит это и пытается остановить брата, но остальные удерживают Вендолина и объясняют, что это зло и что ему не следует идти и спасать его. Бронтак говорит, что он сразу понял, что что-то не так, потому что флейта дракона – легендарный предмет, и его нелегко достать. Он говорит, что это флейта зла, и когда на ней играют, она притягивает зло и превращает человека, который на ней играет, в нежить, и ее используют, чтобы убивать врагов. Пока все это происходит, Курт размышляет. Он думает, почему все идет не по плану. Почему все продолжают игнорировать меня, хотя я первый сын. Он смотрит на остальных и думает, что они считают его дураком. Его взгляд полон ярости. Затем Курт превращается в нежить. Это существо огромное, в центре его Курт. Он наносит удар, и Вендолин не решается напасть на него, потому что он в шоке. И Лиза пытается использовать свою очищающую магию, чтобы сразиться с ним, но нежить слишком сильна. Вендолин присоединяется к Элизе и усиливает ее магию. Он просит ее расширить барьер, и это очищает нежить. Остаются только флейта и призрачное лицо Курта. Призрак Курта отправляется на вечеринку, где обсуждают раздел земли, предполагая, что Курт преуспеет. Главный аудитор Рюкнер доволен, потому что считает, что план удался. Он ухмыляется, разговаривая с гостями, которые знали о его плане войти брата. Внезапно призрак Курта прерывает вечеринку и нападает на Рюкнера. На следующий день горожане собираются вместе с Вендолин. Родерик говорит Венделуму, что все на вечеринке погибли, и главный виновник – Курт. Из-за этого Эмили и ее детям будет трудно жить в городе, как они планировали раньше. Позже Гвендолин, Бронтак и Армстронг находятся на маленьком острове с деревом. Трио обсуждает судьбу Амелии и ее детей, которые прячутся в доме второго сына.
Гвиндолин говорит им, что люди будут считать Амели и ее детей семьей злодея. Он грустит и говорит, что все знают его как убийцу драконов, но он не смог спасти ни одного человека. Брантак пытается утешить его, говоря, что никто не знал, что это была флейта зла. Армстронг говорит, что они выяснили, как Курт получил флейту, но им это не удалось. Гвиндолин говорит, что он стал мишенью, но не знает почему. И подробности того, как это было сделано, тщательно скрываются. Армстронг задается вопросом, не было ли это спланировано дворцом. Гвиндолин говорит, что устал от знати. Брантак говорит, что у него тоже были подобные мысли, но он просит Гвиндолина посмотреть в зеркало, потому что он тоже дворянин. Гвиндолин думает о словах Брантака весь день, пока не наступает ночь и он не возвращается домой. Теперь Гвиндолин и Элиза остались одни, и Гвиндолин делится с ней своими мыслями. Он говорит, что ему кажется, будто он не всегда с ними, даже когда он рядом. Элиза подтверждает, что это правда. Он говорит, что еще не привык быть дворянином и решает, что станет лучшим дворянином. Элиза кладет руку ему на плечо, а потом дает ему немного еды, прежде чем заверить Гвиндолина, что он станет лучшим дворянином. На следующий день во дворце Гвиндолина награждают за его заслуги перед королевством. Король награждает его всеми неосвоенными землями и просит его попросить что угодно в награду. Гвиндолин просит дать ему право на присвоение 2 из 12 титулов, которые освободились после смерти дворян на вечеринке. Весь дворец в смятении из-за этой просьбы. Король говорит, что право на это есть только у него. Одна фракция говорит, что он просто бастард, и ему нельзя давать в управление даже всю землю. Другая фракция говорит, что это нужно отдать людям, которые смогут развивать эти земли. Другая фракция поддерживает его и право на это. Во дворце становится шумно, и Армстронг, придворный маг, заставляет всех замолчать и говорит Гвиндолину, чтобы тот отказался от своей просьбы, потому что его необдуманные действия вызвали волнение в королевском дворце. Армстронг говорит Гвиндолину, что тому не хватает благородства. Затем он предлагает королю отдать ему землю, чтобы он мог использовать свою магию для ее развития, но король отказывается. Король говорит Армстронгу, что его магия нужна во дворце. Затем он говорит, что сила Гвиндолина должна быть направлена на развитие этой земли. Когда король это говорит, Армстронг улыбается и подмигивает Гвиндолину. Король выносит свой вердикт и присваивает Гвиндолину 5-й ранг и титул графа, чтобы он мог развивать эту землю, повышая свой ранг и полномочия на присвоение 2 титулов. Гвиндолин обещает служить королевству. Позже король встречается с Армстронгом. Он говорит, что Гвиндолин поумнел, потому что смог заставить всех действовать в своих интересах. Затем король говорит Армстронгу, что ему нужно научиться действовать лучше. В другом месте Гвиндолин находится с Элизой, Эми и 2 ее детьми. Гвиндолин говорит Эми, что он даст им титулы, когда они вырастут. Он говорит ей, что если они не захотят, то могут отказаться. После этих слов Гвиндолин уходит, а Эми говорит ему, что в смерти ее мужа нет его вины, и она уверена, что мальчики поймут это, когда вырастут. Эми благодарит Гвиндолина за все. Сейчас на неосвоенной земле идет строительство. Эрвин говорит Гвиндолину, что его магия очень полезна, потому что он помог рабочим выровнять землю в мгновение ока.